Говорят, чтобы стримить, нужно всего лишь скачать OBS или любую другую программу для стриминга, настроить ее и нажать кнопку начала трансляции. Мастодонтом стриминга, безусловно, является Justin TV, он же Twitch. Но так ли это просто на самом деле? В целом-то да, а вот выключить трансляцию порой намного сложнее. Кто-то стримит ради просмотров и денег, кто-то ради творчества, кто-то просто по фану, а кто-то не может закрыть OBS, ибо так решил чат. Разумеется, данное событие произошло в англоязычном сегменте Твича, и не все это помнят, но даже олды уже об этом позабыли. Но моя задача покопаться в отголосках этой киберпамяти и рассказать, как один стрим изменил целую платформу. В этом видео я расскажу тебе, как один парень по имени Людвиг однажды включил стрим и не смог выключить его очень долгое время. Неужели есть универсальная формула успеха на Твиче? И мог ли на самом деле изменить один стрим целую платформу? Что же это такое ваш сабатон? От английского это сабатон. Сокращение от Subscriber Marathon. Марафон подписчиков. Проще говоря, это стрим с таймером. Каждая новая подписка плюс несколько секунд. Перестали подписываться, таймер дотикал и эфир закончился. Концепция довольно проста, пока чат не решает, что выключать пока рано. Коротко о Twitch. Если ты вообще не знаком с этой площадкой, это платформа для прямых эфиров, изначально про игры, а в данный момент времени абсолютно про все. Болтовню, ИРЛ, сон, сись! У каждого стримера есть чат, и именно он двигает контент. Подписка — это платная поддержка канала, зритель получает эмодзи, значок, иногда какой-то закрытый контент. Обычный фоллоу — это просто бесплатная подписка, чтобы видеть, когда стрим включился. Для сабатона важны именно сабы, они кормят таймер. И еще есть механика Gift Subs, подарочные подписки. Зритель может подарить их другим в чате, и таймер тоже продлевается. Имеется также и Prime сапка. Если у тебя есть Amazon Prime, что маловероятно, раз в месяц можно оформить одну бесплатную подписку на любой канал. Вот почему сабатоны вообще работают. Время можно продлевать не только новыми зрителями, но и старыми через гифты и праймы. И последнее. Сабатон — это формат, а не имя. Долгие стримы и донат-марафоны делали и до Людвига, но почему именно его запуск взорвал интернет и влез в новости, расскажу чуть позднее. А пока держи в голове простую формулу: подписка равно время. Начнем по порядку. Кто же такой Людвиг до Сабатона? Бывший комментатор по Super Smash Bros, стример с 2018 года, выросший на юморе и челленджах. Во время локдауна стал лицом развлекательного Twitch. Among Us, реакции, болтовня. 14 марта 2021 он включает камеру и запускает Сабатон, предварительно, конечно, обсудив это с чатом за пару дней. Каждая подписка добавляет 20 секунд. Через пару дней он режет до 10, оно и понятно, чтобы не умереть от успеха. Максимум 100 подарков от одного зрителя и жесткий предел в 31 день. Первые часы обычный стрим, игры, чат, мемы, потом ночь. Людвиг ложится спать, а камера остается включенной. И подписки продолжают идти. Чтобы не было тишины, модераторы выходят в эфир и устраивают ночные шоу, так называемый модкаст. И стрим становится круглосуточным. Почти сразу всплыли первые проблемы. DMCA, утечки, чат без присмотра. Людвиг подписывает план на случай ЧП. Чистая музыка, автофильтры, сцены под горячие клавиши. Это уже не просто стрим, а проект выживания в прямом эфире. Таймер пару раз почти умирал. 1 секунда и чат взрывается сабами. Зрители буквально реанимируют эфир. Как и планировалось, таймер стал игрой. И чем меньше секунд оставалось, тем сильнее бил азарт. К концу 282 тысячи сабов, 31 день без паузы. Людвиг спит, а Twitch не спит. Эксперимент стал рекордом, а стрим легендой. Чтобы понять, почему Сабатон вообще выстрелил, нужно вспомнить, каким был Twitch до него. В 2019 году все крутилось вокруг игрового контента. Как правило, LoL, Fortnite, Warzone, GTA, Dota, да все что угодно. Just-чатинг только набирал обороты и считался категорией ФК-стримеров, ну или бездельников. Хотя особо-то ничего не поменялось. Но после локдауна люди сидели дома и начали включать стримы просто как фон. Twitch стал цифровым телевидением, завтрак под стрим, сон под стрим, жизнь под стрим. Именно тогда появилась мысль и укоренилась, что сам стример может быть контентом.
Весна 21-го, и это идеальный шторм. Twitch вырос, аудитория устала от игр и ждала что-то живое. У платформы уже были инструменты. Прайм-сабы, подарки, сабтрейны. И теперь чат видел, как каждое действие буквально продлевает стрим. Таймер стал новой игрой. Психологически это гениально. Зритель чувствует власть, он может продлить эфир, может не дать стримеру уснуть. И в этом и был кайф. Не разрушительный, а соревновательный. А Людвиг уже был свой, без кликбейта, без театра, чат ему верил, а он верил таймеру. И Сабатон выглядел не как фарс, а как эксперимент, в котором все участники равны. И тут случилось главное — вирусность. Reddit, Twitter, YouTube, каждый день появлялись нарезки, клипы со сном, модераторы, кофе, сбоями таймера, формат вышел за пределы Twitch. Мемы сделали свое дело. Так каким был Сабатон изнутри? Днем игры, разговоры, мемы, ночью модкаст, когда модеры болтали с чатом, читали донаты и просто старались не дать эфиру умереть. Иногда приходили друзья. Слайм, QT, Ника, просто чтобы сменить обстановку. Каждый день как серия сериала. Зрители собирали нарезки, топ-10 секунд до смерти таймера, кто-то вел таблицу сна Людвига. Даже утренний кофе стал моментом, который клипали по 100 тысяч раз. Это уже не был стрим, а реалити, причем без продюсеров и сценариев. Ну, если не считать самого стримера, конечно. Для зрителей Сабатон стал что-то вроде эксперимента, в котором они сами участвовали. Каждый саб — это не просто трата денег, а вклад в общее безумие. Появилось чувство сопричастности. Когда таймер падал, чат объединялся. 1000 человек из разных стран спасали эфир синхронно. Reddit, в свою очередь, вел Ох ты, блядь, ёбаный ты сырник. Упала у меня банка. Ну и, конечно же, Reddit вел счетчики, Twitter мемы, YouTube компиляции. Это было ощущение, что интернет снова живой. Каковы же были последствия? Когда Сабатон закончился, Twitch выдохнул. Формат, придуманный ради эксперимента, стал новой валютой — временем. Теперь зритель буквально покупает секунды жизни стримера. Платформа поняла, что контент 24/7 — это золото. Категория джаз-чатинг окончательно обошла все игровые категории. Даже I'm Only Sleeping выросла до десятки миллионов часов. После Людвига Сабатоны штамповали все, но почти все сдулись на первой неделе. Без доверия команды это не сработает. Ну, на самом деле не все. Ирон Маус в 22-м сделала Сабатон сериал на 31 день и побила рекорд среди женщин. Правда, она витюбер, и вряд ли есть понимание, спит она или нет, и вообще что там происходит, тоже не особо понятно. Кайси на свою очередь в 23-м набрал 300 тысяч активных сабов, в 24-м 700 тысяч, ну а в 25-м миллион. Людвиг сказал честно, второго раза не будет. И я его понимаю, я сам иногда подрубаю на Твиче. Сейчас, правда, крайне редко, но все равно. Если что, подписывайтесь на телегу, там вся инфа будет. Сабатон дал рекорд, но забрал сон, здоровье, нервы. После этого Twitch стал другим. Теперь не спрашивают, что ты стримишь, а спрашивают, как долго ты стримишь. Формат был придуман ради прикола, ради эксперимента, называйте как хотите. Но Людвиг доказал, что если чат решит, что ты не можешь выключить стрим, то ты его не выключишь. После окончания эфир не просто закрылся, он распался на сотни фрагментов. Нарезки, мемы, фан-арты, даже фан-счетчик секунд. В течение недели Сабатон стал мифом. А фраза Timer at 1 second стала отдельным мемом в Twitch-культуре. И да, в англоязычном сегменте. Ну а что мне вот про этого типа рассказывать? Или может быть про этого? Почти все в англоязычном сегменте. Прошло несколько лет, Twitch поменялся, а слово «сабатон» осталось в обиходе. Теперь это единица измерения стримерской выносливости. Кто-то говорит марафон, но все понимают, что это очередной короткий сабатон. В ноябре 21-го Людвиг подписал эксклюзивный контракт с YouTube геймингом и ушел на YouTube полноценно. В 24-м он, правда, вернулся, но это уже тема совершенно другого ролика. Но его сабатон остался в истории как момент, когда интернет попробовал жить без пауз, с таймером вместо сна и чатом вместо будильника. Сегодня сабатон не рекорд, а мем. Когда стример говорит, что запущу сабатон, он имеет в виду не эксперимент, а просто способ пережить кризис. Но тот первый раз был другим, все по-честному. И именно поэтому его до сих пор вспоминают. Интернет все помнит, но правда, он не всегда понимает, зачем. Сабатон Людвига остался не из-за цифр, а потому что он показал, насколько сложно нажать кнопку «Завершить трансляцию».